Всем привет, дорогие мои друзья! Рада вас приветствовать на канале Мари Арт Живопись маслом. Сегодня мы рисуем опять-таки сюжет для наших деток. Такой вот лунный кот. Такой сюжет мы уже наподобие писали масляной краской. Но вот я решила показать гуашью, более такой простой вариант. Покажу схематически, как изобразить кота, силуэт этого котика. То есть должно получиться у деток очень легко. Подписывайтесь на канал, если не подписаны. Не забывайте включать колокольчик, чтобы уведомления вам приходили о новых видео. И вот я беру кружочек, чтобы мне обвести, да, луну. Любой предмет возьмите, я возьму стаканчик с водой. И вот я его размещаю, чтобы наша луна не по центру находилась, а как бы чуть-чуть выше середины нашего листочка. Листочек — это у меня акварельная бумага. Видите, сверху чуть-чуть меньше, по краям примерно одинаково, а снизу побольше расстояние. Саму эту луну я разделю примерно пополам. Ну, то есть, смотрите, можно чуть-чуть ниже линию опустить, чтобы, ну, как бы наш котик поместился, да. И такими вот простыми движениями чертим прямоугольнички. Показываю без ускорения абсолютно, чтобы было максимально как бы видно, да, и понятно. Вот мы начертили один прямоугольничек и второй такой же рядышком. То есть вот в этот прямоугольник у нас будет вмещаться кот. Левый мы делим приблизительно на 3 равные части, а второй вот сверху только. Наметили. Нижние части пополам делим, засечки такие поставили. Дальше. Более плотной такой линией, да, очерчиваю контуры головы, не закругляю их, не от самого края до края, да, вот этого квадратика, то есть чуть-чуть как бы не доходя. Здесь ставлю такую вот дугу. Дальше к боку квадратика пошла. И вот так вот закругляю. Здесь делаю вот такую дугу. Это как бы будет лапка его. И к засечке к нашей пришли. Чуть-чуть смягчаю линии, более плавные делаю. А здесь, смотрите, как делаем. Вот эту сторону пожирнее обвожу, тоже не до самых углов. И здесь делаю как бы горбик, да, спина. Котики у нас, когда сидят, у них такая выгнутая спина кверху. И здесь тоже к засечке к нашей идем. Вот такой получился силуэт. Здесь плавно ушки в стороны. И вниз опускаем к головушке. Примерно одинаковые их делаем. И низ, там будет он у нас на ветке сидеть, как бы там не особо, да, видно. Вот такой вот получился силуэт котика. Здесь у нас там ветка потом будет идти, хвостик, это потом уже прорисуем. Ну, так примерно можно наметить. Далее будем работать уже красочкой. Беру кисточку синтетика с закругленным краешком у меня. Фиолетовый цвет я смешиваю черным. Небо у нас очень-очень темное, но делаем такой вот не чисто черным, а с фиолетовым смешиваем. Ближе к луне фиолетового больше, в края фиолетового меньше. Получается такой, знаете, черный с фиолетовым, классный, такой благородный цвет, какой-то красивый. А для чего это надо? Для того, что мы потом вот это сияние от луны, когда будем делать, у нас не будет оно серым, да, как бы если мы закрасили просто черным, а будет такая вот интересная дымка. Не серая, а такая голубовато-сиреневатая. Плотненько закрываю, чтобы у меня белых мест не было листочка. Перекрываю весь листочек. Дальше
Кисть промыли, берем бледненький, желтенький делаем и закрываем полностью всю луну нашу таким цветом. Там мы добавим потом, да, каких-то других оттенков, но в основном луна у нас, основной ее цвет желтый, да, то есть мы закрываем этим основным цветом, а дальше уже будем добавлять каких-то интересностей, чего-то такого вот на луне. Аккуратненько, не спеша, чтобы темный цвет этот не подмешивался, можно слегка не доходить. Добавляю сюда в этот желтенький капельку красного. Вот здесь такое условие. Очень-очень много водички, чтобы было почти вот как акварелькой рисуем. И вот наносим такие вот разнообразные, видите, кисточку прижимаю или еле касаюсь, вот разные такие вот мазочки. Края чистой кисточкой, просто водичкой размываю, чтобы не было каких-то таких четких границ. Чтобы были плавные такие пятнышки. Вот как на Луну вы смотрите, да, то есть каких-то конкретных четких очертаний таких не видно. Вот я водички добавила, беру голубенький ультрамаринчик и таких вот пятнышек, прям вот акварельно добавляю голубеньких. И туда же можно немножечко зеленоватых, но только очень-очень легонечко, то есть, потому что основной цвет все-таки, если мы посмотрим на Луну, у нас там, да, как бы какие, ну, желтые, какие-то охристые, да, оттенки. Но здесь для интересности все-таки у нас это рисунок, да, неправдоподобный, нереалистичный, добавим таких вот тоже, чтобы поинтереснее, покрасочнее было. Сейчас вот беру белый цвет, отдельно, видите, капельку взяла и вот буквально вытерла, кисточка просто испачканная, то есть краски толком нет на кисточке. И вот такой испачканной кисточкой я начинаю делать ореол вокруг нашей Луны. Небо уже, как видим, подсохло, да, оно не подмешивается. И вот я растягиваю в края постепенно, не спеша. Очень-очень аккуратно. Можно голубоватый сделать, очень-очень бледненький такой. Уже нашу Луну, стык вот этот Луны и неба, мы размываем, чтобы не было такой четкой конкретной границы, потому что если посмотреть на Луну, да, вот это вот сияние, оно как бы не дает какой-то такой четкости объекта. То есть он у нас такой вот расплывчатый. И делаем постепенно это сияние это тает, да, становится менее такое четкое, активное. То есть вот красочка заканчивается, да, и вот это вот и есть как раз-таки вот это вот плавное уходящее сияние. То есть более контрастное оно такое около Луны и дальше растворяется. Беру маленькую кисточку, белилки с ультрамарином. Очень-очень жиденько вот эти наши пятнышки делаю такие вот зигзагообразные, как бы, ну, вроде бы как бы обхожу их, да, но такими вот волнистыми линиями что-нибудь, какие-нибудь интересные узоры создаю. То есть посмотрите по своим пятнышкам, да, у каждого свое получится в любом случае, потому как красочка жиденько, да, растекается, у каждого по-своему, да, растечется. То есть, вот там, где синенькие, синеньким такие вот дорожки, да, тоненькие сделала, где красненькие, красненьких добавляю. Очень-очень аккуратно. Сухой кисточкой чуть-чуть притопчу их, чтобы вот эту четкость их сбить, чтобы они более такие вот были не особо четко видны. И теперь беру белилки желтенький и добавлю более желтых таких оттенков на Луну, то есть ближе к краю. Где-то, если мне, допустим, кажется много вот этих, да, синих, красных оттенков, то есть там можно закрыть, к примеру, их еще, оставить какие-то вот
какие вам хочется, да, какие нравятся, а остальное просто перекрыть этим желтеньким. Даже где-то более желтых пятен, менее разбеленных добавить. И сухой кисточкой вот границу я прохожу, где нужно, если хочется, добавляю. А так можно сухой кисточкой желтые с фоном неба еще дополнительно растушевать. Беру черный цвет и начинаю делать нашу веточку. Я взяла сейчас большую кисточку, чтобы показать вот эти вот самые большие толстые ветки дерева. Я их изгибаю, какие-то веточки длинные, где-то прям совсем такой надломанный сучок торчит, да. И где мне надо веточку потолще, я там кисточку прижимаю. Где мне надо потоньше, я работаю очень аккуратно, самым краешком кисточки. И вот этой кисточкой я только основные ветки какие-то толстенькие делаю. Остальные я буду вот этой тоненькой маленькой кисточкой. Вот чтобы веточки получались более натуральные, все вот эти уголочки, вот она выходит, да, видите, я закругляю. Где она отходит от основной какой-то ветки, да, там закругляем. Получаются тогда веточки более естественные. Видите, раз и закруглили. Опять веточку нарисовали, у основания закруглили. Опять веточку нарисовали, основание закруглили. Таким образом будут получаться более естественные веточки. И вот их изгибаем их по-всякому. Дрожащей рукой можно, чтобы они более естественные получались. Вот здесь веточки к котику, да, у нас подходят. То есть добавляем уже каких-то мелких веточек, какие-то вот сучочки. И закругляем, не забываем закруглять. Вот здесь веточка. И вот сюда вверх немножко добавлю тоже веточек. И прорисовываем нашего котика. Закрашиваем вот этот весь силуэтик просто черным цветом. Очень плотненько, чтобы белый листочек не был виден. Закрываем нашего котейку. И добавляем хвостик. Пускай он у кончика хвостик закручивается, у основания потолще, да? Берем кисточку щетинку, белилки с красненьким, такой розоватый оттеночек. Очень-очень жиденько. И такой вот должен нежно-нежно-розовый оттенок получиться. И берем вот так вот легонечко-легонечко, набрызгиваем маленькие звездочки. Очень-очень аккуратненько. Можно попробовать это сначала на каком-то отдельном листочке, как у вас будет получаться, да, поймать вот этот вот скорость, да, вот это вот набрызгивание, и как вот попробовать, как у вас получаются эти брызги. И потом вот так вот я стряхиваю с кисточки краску. Можно постукивать пальчиком указательным, и получаются более такие отдельные крупные капельки, как бы крупные звездочки, да. Немного, как бы, но кое-где будет интересно, если у нас будут и маленькие, и большие, да. Если где-то перекрыло, звезды перекрыли наше небо, можно взять опять-таки кисточку, вернее, звезды перекрыли дерево, думаю, что-то не то сказала, дерево, то прокрываем его черным цветом, как бы сверху эти звездочки закрываем. И этим же розоватым цветом, только, знаете, вот как набрали на кисточку, да, цвет, протерли лишнее, вот, чтобы его было там просто испачканная кисточка,
Поставлю блечочки в основном на крупных ветках, то есть на самых маленьких не надо, нет в этом смысла. Освещенные веточки, которые у нас к луне повернуты, небольшими такими штришочками, как бы, ну, показать объем, плюс ветка черная, да, на фоне темного неба, ну, чтобы она как бы была хотя бы видна. Кота трогать не буду. Вот, в принципе, и все. Снимаем скотч, посмотрим, как наша работа выглядит без скотча. Скажу сразу, в этот раз у меня получилось оторвать скотч хорошо, то есть даже рисунок не повредила. Такое случается крайне редко у меня. Вот, посмотрим поближе. Вот такой кот, луна, звездочки. Видите, звездочки, они как бы вроде бы белые, но не белые. Белые не надо делать, но как-то будет, ну, скучновато. Розовенькие такие, бледно-бледно-розовенькие делайте. Вот такой лунный котик у нас получился. Очень простой сюжет, я думаю, детки справятся. А если что, то родители обязательно, да, помогут. Выкладывайте свои рисунки, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если не подписаны, включайте колокольчик, пишите комментарии, всем отвечаю. А на этом я с вами прощаюсь. Пока-пока!